Toyota Yaris Cross – интересный случай на рынке. Машина, которая вроде бы должна была остаться в тени старших моделей, а в итоге стала одной из самых массовых и узнаваемых в своем классе. Появившись в 2021 году на платформе TNGA-B, той же, что и у обычного Yaris, этот компактный кроссовер изначально задумывался как более доступная альтернатива CHR. Но в итоге получился автомобиль, который вышел за рамки простой логики – маленький и экономичный. При длине чуть больше 4 метров он сумел совместить практичность хэтчбека с более уверенной посадкой и характером небольшого кроссовера. И, казалось бы, рецепт простой. Компактные размеры, только гибридные технологии, фирменная надежность Toyota, плюс выбор между передним и полным приводом. И, как ни странно, это сработало. Причем не просто нашел свою аудиторию, а буквально стал массовым хитом в Европе. Даже в 2025 году, ближе к завершению цикла дорестайлинговой версии, модель уже перевалила за 200 тысяч проданных экземпляров. Но вот тут возникает вполне логичный вопрос. Если формула успеха уже работает, зачем вообще что-то менять? Казалось бы, есть проверенный рецепт. Надежность, экономичность, понятность – все, что нужно. Живи спокойно и продавайся дальше. Но давайте честно, рынок ведь не стоит на месте, правда? Вы и сами это видите. Сегодня покупатель уже смотрит не только на чтобы не ломалось, а хочет больше – технологий, комфорта, ощущений от машины. Конкуренты тоже не сидели сложа руки, подтянулись, стали интереснее, где-то даже смелее. И на этом фоне просто быть надежным и экономичным уже не билет в топ. Это скорее базовый минимум, без которого тебя даже не заметят. И чтобы не потеряться на этом фоне и по-прежнему оставаться в топе, этому компактному бестселлеру пришлось меняться. Поэтому теперь перед нами обновленный Toyota Yaris Cross с заметно переработанным дизайном, новым оснащением и ощущением, что это уже не приподнятый хэтчбэк, а вполне себе самостоятельный игрок, который примерил более взрослый и уверенный стиль внутри модельной линейки Toyota. И вот вопрос. Этого достаточно, чтобы удержать лидерство? Сейчас разберемся. У Toyota прослеживается вполне понятный курс. Кроссоверы хотят сделать более узнаваемыми и привести к общему стилю. Поэтому обновленный Yaris Cross получил безрамочную решетку радиатора с выразительным сотовым рисунком. Примерно такую же мы уже видели у Corolla Cross и RAV4 последних поколений. Свет тоже переработали. Сами фары по форме остались знакомыми, но внутри все новое. Сообразные дневные ходовые огни смотрятся свежее и чуть современнее. А вертикальные светодиодные полоски по краям переднего бампера убрали. В итоге вперед стал проще, с единственным акцентом в виде серебристой накладки под защиту. Сзади, наоборот, эту серебристую деталь убрали. Компакт-кроссоверу предложили новые 17 и 18-дюймовые легкосплавные диски с обновленным рисунком. Цвета тоже освежили. Вместо прежнего серебристого появился более сдержанный серо-голубой. А для старших версий подготовили бронзовый вариант с контрастной черной крышей. При этом по габаритам все осталось как было. 4180 мм в длину, 1765 в ширину и 1595 в высоту. Колесная база 2560 мм. Клиренс тоже без изменений, 170 мм. Багажник, соответственно, тоже остался прежним – 390 литров в обычной конфигурации и 1090 литров, если сложить второй ряд. Параллельно обновился и Yaris Cross в версии GR Sport. Спереди у нее появился новый бампер с акцентом на агрессию и глянцево-черные вставки. Другой внешней приметой являются особые двухцветные колеса диаметром 18 дюймов. Под капотом у Yaris Cross никаких неожиданностей, все как и раньше, он остается полностью гибридом. Базовая версия – это знакомый гибрид на 116 сил, он идет только с передним приводом. Здесь все построено на 1,5-литровом атмосферном бензиновом двигателе на 92 силы, который работает в паре с электромотором на 80 лошадей, встроенным в трансмиссию. В сумме система выдает 116 сил и 141 ньютон крутящего момента. По расходу обещают 4,4 литра на сотню.
Все остальные версии доступны исключительно с более мощным гибридом на 130 лошадиных сил и 185 ньютон-метра. Тут тот же 1,5-литровый трехцилиндровый мотор, но уже с электромотором на 84 силы. В динамике это выражается в разгоне до 100 км в час за 10,7 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 170 км в час. По расходу топлива заявлено от 4,5 до 5,5 литра на 100 км в зависимости от версии и оснащения. Для старшей гибридной установки доступен также интеллектуальный полный привод. В этом случае добавляется отдельной небольшой мощности электромотор на задней оси, который подключается по необходимости и помогает на старте или на скользком покрытии, улучшая сцепление. Версия GR Sport идет только с гибридом на 130 сил и передним приводом. Здесь акцент сделали не на мощности, а на спортивных настройках подвески, которая обещает более четкое управление. В интерьере глобальных изменений не произошло, но и ощущения все по-старому тоже нет. Скорее, аккуратные доработки. Основной упор сделали на материалах и отделке. Центральная консоль и передняя панель остались прежними. Те же 12- и 3-дюймовая цифровая приборная панель и 10,5-дюймовый экран мультимедийной системы. Зато появились новые акценты. На дверях и торпедо добавили платиновые вставки, которые слегка освежают восприятие интерьера. Спортивные кресла с улучшенной боковой поддержкой теперь доступны не только в дорогих версиях, но уже начиная со второй по старшинству комплектации. В топовых исполнениях салон отделан искусственной кожей с контрастной строчкой. Беспроводная зарядка для смартфона и атмосферная подсветка салона доступны начиная со средней комплектации, а старшие версии дополнительно получают электропривод багажника с бесконтактным открытием. Небольшой, но приятный бонус для всех комплектаций – теперь функция автоматического складывания зеркал входит в стандартное оснащение. В версии GR Sport акцент сделан на более спортивной атмосфере. Сиденье с отделкой из алькантары, красная прострочка. Фирменные эмблемы GR и серебристые декоративные вставки на дверях и передней панели. По системам безопасности изменения тоже небольшие. В базовом оснащении уже есть система предотвращения столкновений, помощь на перекрестках, проактивная поддержка водителя, удержание в полосе, адаптивный круиз-контроль и автоматический дальний свет. Начиная со средней комплектации добавляется помощь при парковке, а в топовой версии появляется мониторинг слепых зон. Из менее заметных, но практичных обновлений – улучшенная шумоизоляция во всех комплектациях. Обновленный Toyota Yaris Cross ожидается в продаже в странах Западной Европы уже этим летом, а первые поставки дилерам и клиентам должны стартовать в сентябре 2026 года. Официальные цены пока не раскрыты, но логично ожидать, что они останутся примерно на уровне текущей версии. Сейчас базовая модель с гибридом на 116 сил стоит от 27 640 евро. Более мощные версии обойдутся примерно от 30,5 тысяч, а спортивная версия GR Sport около 37 400. Спасибо, что провели это время с нами и остались до самой последней секунды. Значит, настоящая страсть к автомобилям у нас общая. Подписывайтесь на канал, не пропускайте новые видео, дальше еще интереснее. Пусть ваши колеса всегда крутятся легко, а бензин никогда не кончается в самый неожиданный момент. До новых встреч в наших видео на канале и безопасных километров на дорогах.